всю планету расхерачило ядерным взрывом. Вокруг одна пустыня. Мы копаемся в ней и обнаруживаем останки современных автомобилей. Ну, разных эпох. Далее мы начинаем строить теории, потому что мы ничего не знаем о цивилизации, которая создавала эти автомобили. Ну, наверное, да, есть некий инженерный шаблон. Вот у нас есть 4 колеса, двигатель, рулевое управление. Должен существовать какой-то завод, который клепал эти машины. Вот он их клепал похожими деталями. Это вот такая индуктивная, разумная, логичная мысль. Но вдруг появляется альтернативная исследовательская программа, другие ученые, которые говорят: нет, вы в корне не правы. Мы не можем делать вывод о существовании некого завода, где клепались эти машины, потому что мы его не наблюдаем. Он должен был сохраниться, а раз он не сохранился, значит, его не существует и не могло существовать. Называется логический скачок. Если мы чего-то не видим, значит, этого не могло существовать. Мы с вами живем в таймлайне, где вот эта альтернативная исследовательская программа стала догмой, которую нельзя на идеологическом уровне отрицать. Но давайте еще чуть-чуть отдалимся. Мы увидим, что вот на уровне нашей биосферы, вот здесь вот, находятся, в общем-то, дискретные модули объектов. Это, например, таксоны, различные виды животных. Ну, вот есть, например, таксон кошачий. В нем есть разные виды. Там, тигр, пантера, домашняя кошка. Или, например, есть гоминиды. Что это такое? Homo sapiens и другие люди, населявшие планету. Альтернативная исследовательская программа говорит: стоп, секундочку. Это не альтернативные люди, это наши, раньше они говорили прямые родственники, теперь они уже говорят, что это не совсем дерево, это больше каталог, где находятся наши дальние родственники. Сама идея о том, что завода не существует и машины, собранные из дискретных компонентов, каким-то образом эволюционировали и превращались в другие машины, если так подумать, это безумие. Просто абсолютно безумная идея. Мы состоим из модулей, из дискретных объектов, и если ты постулируешь вероятность того, что они как-то собрались сами, видоизменялись, и из одного двигателя образовался другой, нужна, наверное, какая-то формула, я не знаю, как-то это нужно описать. Проблема в том, что этой формулы у биологии нету, а данные о дискретности есть. То есть современная исследовательская программа, она называется EVO-DIVO, эволюция развития, уже разбирает эмпирические данные не как дерево изменений, а как каталог различных модулей. И вот если мы посмотрим, это действительно каталог. Вот здесь вот на уровне биосферы все, из чего мы состоим, смотрите, сердце, почки, печень, мозг, это дискретные модули, которые встречаются у различных групп. Причем повторяется все. А дальше, если вы пойдете еще глубже на биохимический уровень, то там вы обнаружите дискретные органеллы, рибосомы, модули, отдельные дискретные модули, из которых все состоит. Далее, раз уж мы пошли так далеко, давайте зайдем на квантовый уровень. А что мы там обнаруживаем? Мы там обнаруживаем 17 элементарных частиц, на сегодняшний день 17, может, откроют еще, которые абсолютно дискретны. То есть не существует какого-нибудь полуэлектрона, недособравшегося электрона. В физике такого понятия нет. Все объекты на квантовом уровне дискретны. И все они подчиняются определенным правилам, ограничениям взаимодействия. Внимание, вопрос. Откуда эти правила? Кто задает эти правила? Раз правила существуют, значит, они должны быть где-то прописаны. То есть из всего аппарата квантовой механики выводится необходимость существования исходного кода в основании всей этой структуры. То есть у нас есть исходный код, и дальше у нас есть уровни, которые инкапсулированы друг от друга. Инкапсуляция означает, что один уровень подает субстрат на вышестоящий без возможности себя модифицировать. Из квантового уровня выходит
клеточный уровень, из клеточного биосфера и так далее. И так мы выходим на уровень макрокосма, где мы видим что? Дискретные объекты. То есть мы видим планеты, мы видим черные дыры, и все они подвергаются классификации. Так вот, вся эта система очень напоминает информационную архитектуру. Поэтому мы и вывели модель, которая называется IAMR, построенную по принципу инкапсуляции и пакетности. Это означает, что система не создает с нуля какие-то заново объекты, а использует одни и те же модули, рекомбинирует их в разных последовательностях, и таким образом создается вот весь тот объем жизни, который мы наблюдаем. Так вот, Иво Диво программа, она на самом деле эмпирически-то подошла ровно к той же самой мысли, потому что они обнаружили так называемый Hox-ген. Что такое Hox-ген? Hox-ген – это ген, который связывается с ДНК и регулирует экспрессию других генов. То есть у них есть заготовленный шаблон, уже предзаготовленный. Появляется он во время эмбрионального развития. То есть там прописано на информационном уровне, где будет голова, где будет рука, где ноги и так далее. Эти гены, причем, они очень консервативны. Они почти не меняются во времени. Почему? Потому что в системе есть запрет на его изменение. То есть общий шаблон уже заложен. И это, к сожалению, не выводится из градуализма, который постулировал постепенность изменений. И на самом деле на космическом уровне телескоп Джеймс Вебб обнаружил черные дыры на окраине наблюдаемой нами Вселенной, где их по прогнозам быть не должно. А что это означает? Это означает, сейчас уже создается теория дискретного возникновения черных дыр. Разрабатывается модель, в которых черные дыры не постепенно образуются из умирающих планет, потому что на это просто нет времени. Так вот, если сравнить нашу модель строго по ИБЕ, индексу к наилучшему объяснению, то мы, в общем, вводим такое понятие, как деплой. Что такое деплой? А в переводе с английского это означает развертывание. То есть мы ожидаем, что система берет уже готовые модули, берет Hox-гены и создает дискретные объекты, жизненные формы, которые потом вводятся в биосферу. И, следовательно, у нас ожидаемо, что такие вещи, как, например, Кембрийский взрыв, будут обнаруживаться. То есть вводится какая-то ограниченная популяция, необходимая для размножения, из которой уже потом накапливаются изменения. При этом микроэволюция, конечно же, происходит. То есть организмы подвергаются мутациям в биологической среде, но вот вопрос макроэволюции, скажем так, под сомнением. Однако этот вопрос является ключевым в альтернативной исследовательской программе, которая приняла за постулат то, что завода не существует. Однако вся эмпирика говорит об обратном. И вот сейчас они, как бы с одной стороны, уже признали на 80%, они уже вот здесь. То есть они в модели диплоя на самом деле, современные биологи, ученые. Но окончательно они сюда перейти не могут, потому что как только они говорят о том, что информация уже содержалась в Hox-гене, фактически они открывают сразу же то, что они называют ящиком Пандоры телеологии. То есть они открывают вероятность разумного замысла, на который они наложили запрет. А наша модель IAMR – это модель разумного замысла Вселенной. У нас есть черный ящик в модели. Черный ящик, мы не знаем, как собираются живые организмы. У нас нету понимания, как система это делает, но у нас есть объяснение, что это сам этот процесс инкапсулирован в системе. То есть он архитектурно скрыт от нашего понимания ради стабильности всей системы. Тут кажется, что макроэволюция все-таки предлагает нам какой-то аппарат, и вроде бы наука же все доказала, или нет? Ответ в том, что нет, потому что у них тот же самый черный ящик. У них нет формулы макроэволюционных изменений. У них нет формулы биогенеза. Они постулируют это как фундаментальный закон Вселенной, но на самом деле они не могут этого доказать. Если ты
утверждаешь такие вещи, у тебя обязан быть математический аппарат, потому что логически это выглядит как скачок. Ты не можешь просто говорить: "Машина сама собралась". Не можешь говорить: "Машина сама трансформировалась в другую, более мощную машину". Мы на самом деле строго по выводу к наилучшему объяснению ИБЕ выигрываем у макроэволюционной модели. Почему? Потому что все те аномалии, которые сейчас обнаруживает макроэволюция, для нас являются логическими следствиями. То есть для нас логическое следствие то, что переходные формы не будут найдены, потому что в системе не бывает полусобранных элементов, не бывает каких-то недособравшихся жирафов или каких-то там умирающих, не собравшихся молекул и так далее, и всего прочего. Вы скажете: "Ну как же так? Макроэволюция все доказала, переходные формы есть. Ты креационист, который отрицает". Мы ничего не отрицаем, мы занимаемся наукой, мы работаем с данными. То, что макроэволюция называет переходными формами, для нас являются дискретными объектами. То есть это полностью сформировавшиеся организмы со своей системой, системой репродукции, которые совершенно спокойно функционировали. Они не являются какими-то наполовину собравшимися уродцами. И на самом деле открытие Хокс-гена-то вообще на архитектурном уровне запрещает существование таких вот неоптимальных форм, потому что Хокс-ген обеспечивает постепенное возникновение сложности по уже заготовленному шаблону. И самое главное, мы в нашей ИАМР смотрим целостно на всю архитектуру. И мы видим, что, например, на квантовом уровне принцип наименьшего действия – это фундаментальный закон. То есть по Фейнману частица из всех путей выбирает наиболее оптимальный. Из этого потом выводятся химические взаимодействия, из этого выводится общая теория относительности напрямую. Но почему-то на уровне биосферы система, согласно, опять же, вот этой исследовательской программе, совершает инверсию. Потому что естественный отбор – это максимально неэффективный путь накопления изменений. Когда ты смотришь, бросаешь все в одну кучу, получается какая-то ерунда, и потом из нее выживает только та ерунда, которая получилась. Эта модель, она, во-первых, на самом деле, то, что я продиктовал, это такой старый взгляд на макроэволюцию. В синтетической теории эволюции и вот здесь, в эволюции развития, она уже фактически находится вот на этих позициях, просто отказывается их признать. Как я говорил в начале видео, не отказываются это признать, потому что это ломает их картину мира. Теперь смотрите. Мне прекрасно понятно, что такое на самом деле естественный отбор для людей. Если мы хотим заниматься наукой, мы должны априори не отказываться от альтернативных теорий. Мы должны давать им шанс на существование. Если мы не даем им шанса, мы не занимаемся наукой, мы занимаемся идеологией. Поэтому если вы говорите о том, что естественный отбор – это единственное, что может вообще существовать в природе, как организуется органическая жизнь, это уже утверждение веры. Наука по определению не работает категориями веры. Она работает категориями вероятностей. То есть у нас есть гипотеза, она очень хорошая, на ней был построен весь 19 век, весь 20 век, однако сейчас она трещит по швам. Теперь, если мы представим, просто представьте на секундочку, это же можно сделать в рамках гипотезы, наверное. Потому что если это вас сейчас триггерит, то уже указывает на то, что естественный отбор находится у вас на уровне веры. Отпустите вот эту идеологичность, отпустите вот эту императивность, и давайте просто рассмотрим, какие проблемы решает альтернативная гипотеза. То есть если мир – это каталог, то тогда люди, гоминиды, это вот такой же таксон, как, например, кошачьи. То есть внутри кошачьих есть там домашняя кошка, тигр, все то, что я уже сказал в видео. Люди, австралопитек, неандерталец, Homo sapiens, Homo erectus, кого там только нет. Это все в рамках одного таксона, одного вида, разные классы. То есть это разные морфогенетические архитектурные пакеты.
У кого-то из них там чуть больше лоб, чуть меньше мозг, а кто-то из них, например, Homo sapiens, обладает способностью к речи, к организации и к так называемому метакаузальному выбору. То есть он может действовать вопреки выгоде. Например, из идеологии какой-то, из каких-то соображений, не выводимых напрямую из выживания. Так вот, согласно материализму, у нас нет никакого уравнения, почему вот этот вот Homo sapiens вдруг получил такие возможности. Почему именно он эволюционировал, почему не другие, почему именно в этот период. Концепция бутылочного горлышка уже на самом деле подтверждает с большей степенью вот именно эту гипотезу. Потому что, я вам напомню, когда обнаружилось низкое генетическое разнообразие человека, биология ввела концепцию бутылочного горлышка, согласно которой все люди попали в некий катаклизм, причем конкретные даты этого катаклизма все время меняются, они неизвестны. Этот катаклизм уничтожил большую часть всего живого, и осталась лишь маленькая группа в размере, там, по разным данным, чуть ли не 100 человек, там около, ну, по другим около 1000. То есть уже официально биология сегодня стоит на позиции, что мы все являемся потомками вот этой маленькой выжившей группы. Почему бы тогда не внести предположение о том, что эта маленькая группа на самом деле была введена в систему в нужное время, в нужный момент. И вот мы и являемся потомками этой группы. То есть тогда сразу же не надо придумывать никакой абиогенез, которого не существует, не надо придумывать, и вообще снимается вопрос, откуда информация внутри материи, откуда взялась эта ДНК. У нас находятся какие-то племена с аномально высокими для их времени технологиями. Вот эта вот асимметрия сразу же снимается. То есть какие-то люди получили больший доступ, больше технологий, но были уничтожены. Потом пришла другая группа людей, другой вид. И вот так они и сосуществовали, пока не появился вот этот так называемый финальный пакет морфологический под названием Homo sapiens. Также она объясняет феномен мегалитов. То есть у нас есть Гёбекли Тепе, Бальбек и остальные очень сложные сооружения, плиты, мегалиты, которые совершенно непонятно, нету на сегодняшний день, в истории нет ответа на вопрос, как они были созданы, с какими технологиями и как вообще люди могли, во-первых, так точно вырезать камень, а во-вторых, как они его вообще могли двигать. То есть такой мегалит не сдвинет никакая толпа людей. Если мы допускаем, что были разные виды различных Homo sapiens и остальных, то почему мы должны допускать, что, например, все они были одного и того же размера? То есть большое количество различных орудий, найденных большого размера, гробницы аномально высокого размера. Много таких вот тайн в истории, которые считаются маргинальными. Почему они таковыми считаются? Потому что они опровергают привычную картину мира. Если же принять вот эту модель, они все становятся логичными следствиями. Либо предоставьте альтернативную модель, четкую, точную, проверенную, как конкретно были созданы все вот эти вот монументы и мегалиты. Как только такая модель появится, а ее на сегодняшний день нет, эта архитектурная схема уже будет, ну, такой относительно излишней. Вот одним этим мы решаем кучу ad-hoc гипотез, которые в материализме, ну, вообще даже не выводятся из его ядерных постулатов. То есть строго по ИБЕ эта модель лучше объясняет все разнообразие биологической жизни, которое существует на планете. Модель, естественно, будет тяжело распространяться в современном научном сообществе, потому что она полностью стоит поперек действующей парадигмы. Поэтому нужна ваша помощь в распространении этих видео. Пишите комментарии, давайте вместе на этом канале заниматься наукой. Спасибо. Наукой, не догмой.